Приветствую вас на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Предлагаю вашему вниманию 5 супов, которые можно приготовить на обед. Затратить на это совсем немного времени. Готовить их лучше на один раз, так как на следующий день они становятся менее вкусными. При варке супов я использую филе куриной грудки, поскольку такой бульон менее калорийный и более нежный. Вы можете использовать любую куриную часть, какую любите. Если интересно, то давайте готовить вместе. Первый суп, который я приготовлю, это суп-лапша. Готовлю его, когда совсем нет времени стоять у плиты. Иногда варю его просто на воде, добавляю в поджарку чуть больше масла. Итак, приступаю. В холодную воду кладу филе куриной грудки и варю ее 20 минут. Пока варится мясо, подготовлю остальные продукты. Шинкую соломкой лук, натираю на терке морковь. Для супа я использую спагетти, ломаю их вот такой длиной. Будем готовить поджарку. Наливаю в сковороду подсолнечное масло и обжариваю овощи до готовности. Мясо сварилось, бульон я процедила, выкладываю в него поджарку, затем кладу лапшу, убавляю нагрев. Не нужно, чтобы суп бурлил, он должен вариться при малом кипении. Ставлю на 10-15 минут, все зависит от сорта лапши. За 1-2 минуты до готовности добавляю нарезанное мясо и зелень. Суп готов. Он получается всегда очень вкусным и ароматным и выручает в любой ситуации. Следующий суп будет овощной. Готовлю я его тоже на курином бульоне и использую также филе куриной грудки. В бульон добавила немного петрушки, лука и моркови для аромата. Пока варится бульон, займемся приготовлением овощей. Нарезаю капусту шашечками, картофель кубиками. Бульон готов, я его процеживаю и убираю пока. Шинкую лук, морковь и перец соломкой. Нарезаю помидор кубиком. Наливаю в кастрюлю, в которой будет вариться суп, подсолнечное масло и начинаю обжаривать овощи. Кладу лук и морковь, обжариваю их до полуготовности. Затем добавляю капусту, все слегка обжариваю. Снимаю кастрюлю с плиты, выливаю подготовленные овощи в бульон и ставлю суп на плиту. Даю ему закипеть и добавляю туда картофель. Убавляю нагрев, накрываю крышкой и варю его 10 минут. Затем добавляю нарезанные порционными кусочками мяса, помидоры и перец и варю еще 10 минут. За 1-2 минуты до готовности добавляю зелень укропа, лавровый лист, при необходимости солю и доливаю горячую воду. Лавровый лист перед подачей удаляю, даю супу немного настояться и подаю к столу. Едят его со сметаной. Приятного аппетита! Третьим нашим супом будет харчо. Варю я его нетрадиционным способом. Использую куриную грудку, но вы можете использовать свиные или бараньи ребрышки или рубленную порционными кусочками курицу. Нарезаю грудку небольшими кубиками. Шинкую лук соломкой. Лука берите побольше. Добавляю в кипящую воду рис и ставлю его вариться на 20 минут. Пока варится рис, делаю поджарку. Наливаю подсолнечного масла, чем больше, тем лучше, и обжариваю грудку до золотистого цвета. Добавляю к ней часть нашинкованного лука, обжариваю его до готовности, кладу томатную пасту, перемешиваю, накрываю крышкой и даю потомиться буквально пару минут. Нагрев при этом можно выключить. Готовую поджарку кладу в рис, добавляю туда сырой лук, немного подсаливаю, кладу перец горошком и половину чайной ложки томатной пасты. Самый идеальный вариант, если у вас есть кислые сливы, то лучше положить их. Добавляю сухую аджику, можно добавить любые специи, какие любите. При необходимости доливаю горячую воду, за 1-2 минуты до готовности добавляю рубленый чеснок, зелень, у меня петрушка и базилик, лавровый лист. Харчо готово, подаю к столу. Добавляю в тарелку рубленый чеснок и зелень укропа. Кому не остро, можно еще и поперчить. Приятного аппетита! Четвертый суп – суп с клетками. Бульон у меня был сварен заранее. Нарезаю картофель мелким кубиком и отправляю его в кипящий бульон. Пока варится картофель, быстро замешиваю клетки. Я делаю их на одном яйце, так как кастрюлька у меня маленькая, всего 1,5 литра. И этого вполне достаточно. Если вы готовите большую кастрюлю, то возьмите 2 яйца. Яйца хорошо взбиваю, добавляю выжатый через пресс чеснок, мелко нарезанный укроп, все перемешиваю и добавляю муку.
Тесто не должно быть жидким или слишком густым. Вот такое в самый раз. За 5-6 минут до готовности картофеля начинаю выкладывать в клёцкий суп. Беру мокрую ложку, подхватываю тесто буквально чуть-чуть на кончике чайной ложки, потому что если брать больше, то в конце варки просто будут огромные пельмени в кастрюле плавать. Убавляю нагрев до минимального кипения и довожу суп до готовности. Пока варится суп, делаю поджарку. Шинкую лук мелкой соломкой, морковь натираю на терке, наливаю масло в сковороду и обжариваю овощи. Накрываю их крышкой и довожу до готовности. Отправляю поджарку в суп, добавляю зелень петрушки, лавровый лист, даю суп покипеть буквально 1 минуту, выключаю огонь, даю ему настояться еще 5 минут. Суп готов, подаю его к столу. Приятного аппетита! Последним нашим супом будет уха, но я называю его рыбный суп, так как уха готовится по-другому. Для него я использую голову горбуши, предварительно мою ее, удаляя жабры, чтобы бульон не был горьким. И реберную часть использую. Можно взять просто рыбу, нарезать порционными кусочками. Для аромата в бульон кладу петрушку и лук. Пока он варится, нарезаю мелким кубиком картофель, шинкую соломкой лук и натираю на крупной терке морковь. Рыба сварилась, вынимаю ее. Бульон процеживаю. Добавляю в него промытое пшено. Варю 10 минут, после этого добавляю картофель. И варю суп еще 10 минут. Пока варится суп, делаю поджарку. Наливаю масло, выкладываю лук и морковь. Все обжариваю. За 2 минуты до готовности перекладываю поджарку в кастрюлю. Добавляю туда отделенное от костей мясо рыбы, зелень укропа, лавровый лист и перец горошком. Можно добавить нашинкованной соломкой сырой лук для аромата. Накрываю крышкой и даю ему немного покипеть на медленном огне. Готовый суп подаю к столу. Приятного аппетита! Вот такие 5 супов мы с вами сегодня приготовили. Если вам понравилось, не забудьте поделиться со своими друзьями в соцсетях. Оставьте комментарий, мне интересно ваше мнение. Если вы забыли подписаться, то обязательно подпишитесь. И не забудьте включить колокольчик оповещений, чтобы быть в курсе новых рецептов. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.